Эта история произошла в конце весны, когда у полюбившейся лесным животным лужи я установил 2 фотоловушки, чтобы не пропустить ни одного любопытного кадра, ведь в разгар лета число посетителей водопоя каждый раз удивляет. Однако с началом теплых дней, когда растительность все еще просыпается после долгой зимы, леса по-прежнему полны влаги, и источников питьевой воды помимо представленного водоема более чем достаточно. Но постоянные, а порой и неожиданные гости все равно дают о себе знать. И первым из них стал молодой лось, который целенаправленно шел к луже, чтобы утолить жажду. По сравнению с матерыми сахатыми, размеры копытного не были столь впечатляющими, а рога, которые осенью станут настоящим украшением, пока оставались маленькими бугорками, но уже начинали активный рост. Под отдаленное пение зябликов лось неспешно изучал прибрежную растительность. Судя по всему, он уже вдоволь насытился, ведь свежая трава больше не манила своей сочностью. А вот грязь, похоже, таила что-то более любопытное. Разумеется, ловушка была обнаружена, однако наибольший интерес к камерам всегда проявляют самки, поэтому незнакомый объект не удостоился близкого знакомства, хотя какое-то время лось еще позировал, а после также неспешно скрылся из вида. Но уже на следующий день он вернулся, чтобы вновь напиться из любимой лужи. Что любопытно, эта еловая ветка всегда становится предметом внимания сахатых, возможно, являясь источником запаха таких же скитальцев. Утолив жажду и разведав обстановку, зверь, как и в прошлый раз, ушел в том же направлении. Вечером того же дня, активно метя территорию, мимо прошмыгнула куница, а следующие дни были примечательны лишь сильным ветром, но уже скоро появились невиданные ранее здесь гости. Возле лужи отметился совсем еще крошечный медвежонок, но не один, а в сопровождении такого же малыша. Вместе они активно изучали содержимое лесной подстилки и представшие перед ними лужи. Хотя медвежата появились около 5 месяцев назад, они выглядели совсем крошечными, что неудивительно, ведь при рождении их вес всего около половины килограмма. Первые 3-4 месяца медвежата проводят в берлоге, поэтому прошли считанные недели с тех пор, как малыши впервые увидели белый свет, и им до сих пор все кажется в новинку. Несмотря на это, детеныши уже вовсю занимаются своими делами, и создается впечатление, что они полностью самостоятельны и находятся здесь без присмотра матери. Двойня – не такое редкое явление. В паре медвежатам намного проще исследовать мир и коротать время за играми. Таким образом, детеныши осваивают навыки, которые помогут выжить во взрослой жизни. К счастью, именно эта лужа надолго заинтересовала подрастающее поколение, и даже измазавшись в грязи, малыши не собирались уходить. Наконец, подозрительная тишина сменилась шумным появлением матери, которая мгновенно учуяла посторонний запах и подняла тревогу. Получив сигнал, медвежата мгновенно бросились в рассыпную, ведь в опасной ситуации именно такое поведение может сохранить им жизнь. Не увидев в маленьком объекте опасности, медведица быстро успокоилась, но она по-прежнему не теряла бдительность. Озираясь по сторонам и принюхиваясь, мать пыталась найти источник постороннего запаха,
который отчетливо распознавался, несмотря на то, что я был на месте более недели назад. В итоге, на всякий случай, мать решила покинуть опасную зону, чтобы исключить хоть малейший шанс появления незваных гостей. Однако всего час спустя малыши, как ни в чем не бывало, продолжали исследование грязевой лужи. Видимо, мать обосновалась неподалеку и дала добро. Даже с посторонним запахом поляна посреди леса показалась ей безопасным местом. Причем близнецы, не отставая друг от друга, делали все сообща, и даже утоление жажды прошло на удивление синхронно. Но время шло, и, судя по всему, мать собиралась уходить. Прознав об этом, малыши еще на какое-то время задержались у полюбившейся лужи, но медлить было нельзя, поэтому уже скоро они отправились догонять медведицу. Пару дней спустя утром к луже вышла лосиха, но, кажется, местная вода ее не впечатлила, а может, самка просто шла мимо. На следующий день в поисках червяков к луже прилетели дрозды, а поздней ночью, сверкая глазами в темноте, на водопой заявился кабан, который по-хозяйски осматривал лужу, а после, найдя что-то по кабаньим меркам съедобное, принялся громко чавкать. Закончив с трапезой, зверь не спеша отправился дальше. С каждым днем растительность становилась все пышнее, а пение птиц громче, ведь до лета оставались считанные дни. Где-то на заднем плане спешно пробежала белка, а вечером принять ванну прилетел большой пестрый дятел, который, как оказалось, был здесь не один, но вторая птица предусмотрительно спряталась от назойливой камеры. Появившийся позже черный дрозд был заинтересован поиском провизии, а утром под выразительное пение птиц утоляла жажду белка, все еще не сменившая зимнее одеяние. Но вдруг процессу помешал пролетающий мимо дрозд, который по стечению обстоятельств словно преследовал грызуна. Ровно в полночь появился другой, более скромный кабан, который ограничился лишь питьем из лужи. На этот раз водоем заинтересовал вполне солидного в размерах сахатова, рога которого до конца мая уже прилично выросли. Лось с особой тщательностью изучал все ту же еловую ветку, хранившую неизвестные человеку запахи. А поскольку столбик термометра приближался к отметке в 30 градусов, отличным выбором было использовать водопой в качестве ванны. В такую погоду лоси могут часами прохлаждаться в лесных лужах, спасаясь от насекомых и пережидая самые жаркие часы. Но этому сахатому хватило и нескольких минут, после чего он как следует осмотрелся и двинулся в путь. Вечерняя прогулка снова привела самца к посещенному ранее месту, а пение птиц не утихало даже в столь поздний час. Что уж говорить про утро, когда проснувшийся после зимы лес наполнялся множественными веселыми трелями.
К началу лета из-за бурной растительности лужу едва стало видно, но лоси по-прежнему находили грязевую ванну, и этот самец, рога которого развиваются более скромными темпами, устроил полноценный привал и своим чрезвычайно долгим присутствием занял всю память фотоловушки. А значит, этот выпуск подходит к концу. В последующие месяцы медвежье семейство больше не появлялось в поле зрения. Скорее всего, мать с медвежатами путешествовала в поисках более спокойного места для жизни, и остается надеяться, что ей это удалось. Не забывайте подписываться, чтобы быть в курсе событий лесной жизни, а на сегодня это все. До скорого!